Резкий разворот фронта. Против Москвы пошли ее же наемники. Что происходит? Прямое противостояние США и РФ, резкое заявление из Пентагона и реальный сценарий войны. Даты, подробности и факты. Президент, которого знал весь мир, ушел из жизни. Ушла эпоха. Такого с Трампом еще не было. Посмотрите, что случилось с ним на встрече. Это сейчас обсуждает весь мир. Дружба внезапно отменяется. Кто из мировых лидеров фактически пошел против Путина? Китай положил глаз на целый материк, российские наемники и многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите новостной выпуск «Нехта», оперативно о событиях в России, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Прямое столкновение двух крупнейших государств на поле боя уже не сценарий для учебников, а реальная угроза. Американские генералы бьют тревогу. Главная причина того, что конфликт возможен – представление ряда стран об упадке в США. Суть тревожного заявления – мир на грани большой войны, и речь не только о России. США видят сразу 4 потенциальных фронта – Россия, Китай, Северная Корея и Иран. Все они в списке угроз, которые, по словам генералов, все ближе. Пока Пентагон укрепляет оборону и готовится к худшим сценариям, миру стоит задать вопрос, случайно ли сразу несколько горячих точек планеты вспыхивают одновременно. Общее восприятие этими странами Запада как глобальной дестабилизирующей силы может стать основой военного партнерства. В центре этой тревожной динамики находятся быстро развивающиеся отношения между двумя наиболее сильными противниками Соединенных Штатов. Если друг оказался вдруг, наверное, звучит сейчас в Кремле, ведь один из ярых сторонников кремлевской политики и якобы друг Путина, во всяком случае человек, который активно его поддерживает, и лидер одной из самых важных для диктатора стран, лидеров региона, похоже, готов пойти против Путина. Президент Бразилии срочно летит в Москву, но не для того, чтобы сфоткаться на Красной площади, а чтобы сказать Путину, цитата, «Эй, товарищ Путин, поезжай в Стамбул и веди переговоры, черт возьми». Мы подготовили документ между Китаем и Бразилией, создав группу друзей. 13 стран с развивающейся экономикой, чтобы мы могли, когда захотят обе стороны, обсудить мир. И я с большим оптимизмом воспринял предложение Путина и согласие Зеленского на это предложение. Президент Си Цзиньпин и я зафиксировали результат этого в заявлении, в котором приветствовали возможность встречи в Стамбуле и проведения реальных переговоров. Вместо обмена огнем — обмен мнениями. Иногда кажется, что российские политики забывают русский язык и вспоминают его только когда нужно защитить его, к примеру, в Узбекистане, как недавно поступил Лавров. Российская делегация будет в Стамбуле ждать украинскую, оглашает усатый голос Путина, видимо, полностью игнорируя заявление Киева о том, что разговор будет идти только с Владимиром Путиным. Кто полетит, не раскрывают. Отличный повод сказать «мы прилетели, вы не захотели». Но я лишь могу еще раз подтвердить, что все сказанное президентом в ночном заявлении 11 мая, все сохраняет свою актуальность. Действительно, российская делегация будет ждать украинскую делегацию в Стамбуле 15 мая в четверг. Опасная ситуация для мира и отличная возможность для диктаторов. С другого санкционного рекордсмена могут снять все санкции. Неожиданное решение американского президента может создать прецедент для других стран и режимов, которые хотели бы торговать с миром на общих условиях. Сирия станет равноценным торговым партнером, с нее снимут часть санкций, заявляют в Белом доме. Я дам распоряжение о прекращении санкций против Сирии, чтобы дать ей шанс на величие.
Это заявление прозвучало во время визита президента в Саудовскую Аравию, но там с Дональдом Трампом произошла еще одна интересная и скандальная история. Президент США отказался от чашечки традиционного кофе, а это считается жестом неуважения, но в арабском мире понимают, что Трамп мог об этом просто не знать, и позвали искусственный интеллект на помощь. Телеканал Аль-Арабия показал сфальсифицированное видео, на котором Дональд Трамп якобы вежливо принимает кофе от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Сальмана и даже делает глоток. Фальсификацию вскрыли медиа, в видео использовались технологии искусственного интеллекта, чтобы переписать момент и скрыть дипломатический ляп. Получилось не очень, оригинальные кадры уже попали в сеть, и сравнение все показало. В арабской культуре отказ от кофе, особенно во время официального приема, это не просто каприз, а унижение принимающей стороны. Жест читается однозначно: «Я не принимаю ваше гостеприимство». Удар в спину, российскую базу атаковала группировка, которую Москва же и финансировала. Формирование, на которое уходили огромные суммы из российского бюджета, атаковало военно-морскую базу, на строительство которой тоже уходили миллионы из российского бюджета. Но поменялся главный инвестор и поменялись приоритеты. Досталось остаткам ЧВК «Вагнер» и базе российских ВМС в Судане, вернее, строящейся там российской базе, которая называется «Фламинго». Повстанцы из сил быстрого реагирования ударили по ней дронами камикадзе. По данным телеграм-канала «Рыбарь» спутниковым снимкам независимого исследователя, на территории разрушены здания, повреждены нефтехранилища, электростанции и аэропорт Порт Судана. Это уже не первый случай, атаки идут почти каждый день. Причина — поддержка повстанцев со стороны Объединенных Арабских Эмиратов, утверждают источники. Раньше Москва помогала группировке, которая называется «Силы быстрого реагирования», через ЧВК «Вагнер», но затем перешла на сторону правительственных войск. После их успеха в феврале 2025 года суданские власти пообещали отдать России базу в обмен на оружие и запчасти для военной техники. Для Кремля это был шанс вернуть себе военное присутствие в Индийском океане впервые со времен СССР. Но теперь проект под угрозой. Базу, которую строили с 2017 года, начали уничтожать еще до ввода в эксплуатацию. А Китай тем временем продолжает экспансию, захватывает новые территории, пока никто ему не перечит. Главное оружие Китая задействовано — это экономика. Фактически, Пекин формирует новый блок, союз стран, которые устали от западного давления и ищут другую модель развития. Для США это тревожный сигнал, влияние Пекина растет у них под боком. Там готовы объединить усилия с латиноамериканскими и карибскими странами ради общего будущего. Формулировки звучат мягко, но за ними четкий политический месседж. Китай больше не просто торговый партнер, а глобальный игрок, который претендует на лидерство на глобальном юге. Независимость и автономия являются нашей славной традицией. Развитие и возрождение являются нашим неотъемлемым правом. Справедливость и правосудие являются нашим общим стремлением. Китай готов объединить усилия с нашими партнерами из стран Латинской Америки и Карибского бассейна для запуска 5 программ, которые будут способствовать этому, а также укреплению сообщества Китая и стран Латинской Америки и Карибского бассейна с общим будущим. В словах китайского лидера отчетливо слышится желание объединить страны, которые разочарованы в США и не хотят быть зависимыми от Вашингтона. Во всяком случае, он это хочет сказать. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Президент умер, вместе с ним уходит целая эпоха. Пример и показательный образ. Ушел из жизни Хосе Мухика, легенда Уругвая и человек, которого весь мир знал как самого бедного президента. Ему было 89 лет, он умер так же, как и жил, просто, без пафоса и громких заголовков, но мир точно не забудет его имя. Меня называют самым бедным президентом, но я не чувствую себя бедным. Бедные — это те, кто работает, чтобы поддерживать дорогой образ жизни и все время хотят больше и больше. Это вопрос свободы.
Бывший партизан, отсидевший 14 лет в тюрьмах, в том числе в одиночных камерах и сырой яме, грабил банки, боролся с диктатурой, пережил пытки, а потом стал президентом и не мстил. Отказался от дворца, жил на ферме, отдавал 90% зарплаты бедным и ездил на ржавом жучке. Что он сделал, будучи президентом? Легализовал марихуану и однополые браки, когда это было почти нигде не принято, снял табу с бедности, коррупции и двойных стандартов. Вернул людям веру в политику не обещаниями, а поступками. У него не было банковского счета, ни недвижимости, ни охраны, только жена, старая собака по кличке Мануэла и чистая совесть. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.